Всем привет! Добро пожаловать обратно на канал. И в недавнем видео я рассказала о сложном многоступенчатом плане, который подходит для усвоения и освоения и понимания сложных текстов. Но я прекрасно понимаю, что, конечно же, если вы учитесь, то, скорее всего, чтений у вас очень много. И, скорее всего, вы не можете каждый источник так проработать. И, в принципе, это и не нужно. На самом деле, не каждый источник нужно так вот тщательно прорабатывать. И как раз в этом видео я хочу поделиться 12 стратегиями, которые помогают быстро читать, но при этом не терять понимание, не терять процент запоминания. В общем, чтобы вы прочитали быстро, качественно и не потеряли время. И начну я с того, что напомню о том, что нужно приоритизировать ваши источники. То есть вы должны точно понимать, какой нужно тщательно разобрать источник, прочитать, все прям досконально вычитать, вытянуть из этого источника информацию. А есть источники, которые, в принципе, можно просто ознакомиться, посмотреть, узнать, что там, и, возможно, потом подробнее вернуться, но зачастую часть все-таки источников можно просто ознакомиться с ними, с той информацией, которая там есть, и иметь ее в виду. Поэтому вы должны четко это разграничить, и уже те, которые относятся к категории, что можно просто ознакомиться, дальше с ними работать. Вторая стратегия, я думаю, будет немножко странная, но это искренний интерес. Все дело в том, что когда мы определяем источник как не самый важный, очень часто мы просто хотим его прочитать. То есть мы думаем о том, что это скучно, это не так важно, это не так нужно, и в итоге, когда вы читаете этот источник, вы ничего не запоминаете, потому что вы изначально дали установку вашему мозгу, что это что-то не сильно важное. То есть мозгу поступает сигнал о том, что не нужно это запоминать, потому что наш мозг запоминает только важную информацию. Соответственно, если вы проявите искренний интерес к той информации, которую вы сейчас получите, неважно какая она, но она вам нужна, искренний интерес вам в этом поможет. Третья стратегия состоит в том, чтобы поставить цель и ознакомиться. Без этого лучше не начинать все-таки чтение, особенно когда вы делаете это достаточно бегло, быстро и у вас ограниченное время. То есть вы должны четко понимать, что вы хотите получить от данного источника, какой тип знаний, что вы должны узнать, что вы должны запомнить и так далее. И тогда вы будете выбирать эту информацию. То есть вы четко сможете ответить на вопрос, который вы зададите в самом начале за счет постановки цели. И ознакомление вам помогает вообще понять, что это за источник. Плюс вы можете немножечко почитать вступление, потом увидеть какие-то вопросы, которые могут вас натолкнуть на содержание той главы, которую вы хотите прочитать, к примеру. Также всегда есть summary в конце, если это учебник. Вы тоже можете просмотреть. То есть вы должны подготовить свой мозг к тому, чтобы очень быстро и качественно получать информацию. Далее я вам очень сильно советую убрать все возможные отвлечения. То есть отключить телефон, отключить интернет, если есть такая возможность, убрать все лишнее со стола. То есть вам не должно ничего мешать, так как наша рабочая память очень ограничена. Если у вас еще будут какие-то посторонние шумы, что-то вы будете смотреть, кто-то вас будет отвлекать, все это будет забивать вашу рабочую память, и, соответственно, на чтение останется очень мало места. И следующая стратегия звучит как отказ от линейного, то есть вы должны обязательно идти от общего к частному. Я, в принципе, это всегда советую, потому что наш мозг так и структурирует информацию. То есть он сначала строит какие-то большие такие каркасы, структуры, в которые потом встраивает более детальную информацию. А здесь, когда мы очень быстро читаем, для нас это критически важно, потому что зачастую, если вам нужно только ознакомиться с источником, то вы можете вообще понять только общее. То есть частное вам и не нужно. Поэтому вам нужно все время держать в голове, что вот основное, какие основные понятия, что они значат, и уже по мере необходимости вникать в детали, либо пропускать их. Итак, следующая стратегия состоит в том, чтобы сочетать беглое чтение и вдумчивое чтение. В предыдущем видео я как раз-таки говорила о том, что есть ознакомительное и вдумчивое чтение, но так как здесь мы читаем быстро, то нам пригодится как раз-таки эти два вида. И вдумчивое чтение подразумевает, что вы полностью погружаетесь в процесс, вы читаете абсолютно все, вы разъясняете для себя все моменты, но за счет того, что, повторюсь, у нас не все главное, нам не все нужно, нам нужно только основное, соответственно, вдумчивое чтение применяем только для выделенных фрагментов, которые вы считаете, что они важны, они нужны. Остальные моменты мы бегло просматриваем, то есть в учебниках очень часто какие-то примеры, какие-то пояснения, разъяснения. Это в данном случае для нас не так важно. Вы можете просто просмотреть, уловить общую суть,
решить и идти дальше. И как раз в этом деле вам очень сильно поможет сама верстка книги, то есть как расположены параграфы, как выделены фрагменты, возможно, есть где-то курсив, где-то жирным выделено, есть рисунки, картинки, таблицы, это вам очень сильно поможет. И очень хорошо, если вы глянете на какие-то таблицы, какие-то картинки, они зачастую содержат очень много информации и очень хорошо запоминается, и плюс они помогают вам создать более общую картину, то есть понять общий концепт. Соответственно, если они у вас есть, сначала обратите внимание на картинки, на таблицы, попробуйте их проанализировать и потом только читать. Так вы создадите хорошую основу для поглощения информации, и так вы быстрее придете к пониманию того, что там написано. Следующая стратегия относится к хайлайтингу, то есть к выделению каких-то фрагментов. Мы привыкли, что мы хайлайтим там целый абзац, какие-то предложения, но когда вы спешите и когда вы предполагаете, что, возможно, вам придется вернуться к этому источнику, например, вам нужно будет детальнее его прочитать для какой-то цели, я советую, во-первых, не тратить время на выделение целых больших фрагментов, выделяйте просто слова в предложениях, какие-то важные моменты, как вам кажется, то есть там, где вы читаете вдумчиво, скорее всего, вам захочется что-то выделить, а впоследствии, когда вы будете просматривать этот учебник, чтобы вы цеплялись не за большие куски, а чтобы вы цеплялись за конкретные слова, которые будут вызывать у вас ассоциации, будут вызывать у вас воспоминания, что, собственно говоря, нам и нужно. Следующая стратегия, я думаю, покажется вам очень странной, потому что я предлагаю делать summary по небольшим кусочкам текста. То есть, когда вы читаете достаточно большой фрагмент, но все-таки старайтесь его разделять на небольшие, там, если у вас целая глава, разделяйте на какие-то параграфы, подпункты и так далее. Так вы создадите очень легкий, быстрый конспект того, о чем идет речь. И когда вам понадобится этот источник, вы легко сможете вспомнить вообще, о чем там идет речь. Это очень хорошо экономит время, и это, опять-таки, улучшает наше понимание, потому что когда мы думаем о том, как это перефразировать самостоятельно, то есть когда мы думаем о том, что, а как мы это расскажем другому человеку, это помогает нам лучше соображать, быстрее цепляться, то есть вы настраиваете мозг на поглощение информации. И 10-я стратегия даст вам целых 20% к вашей скорости. Это просто указание пальцем, линейкой, карандашом, чем угодно строки, которую вы читаете. Все дело в том, что когда мы просто читаем и не указываем строку, наш мозг тратит очень много времени и сил на то, чтобы скакать по строкам. То есть строка вперед, строка назад, а что там дальше, что было и так далее. Но когда вы ограничиваете пространство, мы и наш мозг, и наши глаза концентрируются на той строке, которую вы читаете. И вы экономите очень много времени и сил за счет этого. 11-я стратегия — это больше совет. Если у вас есть возможность читать бумажные источники, выбирайте все-таки бумажный, а не электронный источник. Все дело в том, что наш мозг все-таки любит бумагу, он любит тактильные ощущения, он любит, когда есть верстка, когда есть сама по себе книга или хотя бы распечатка. То есть он лучше понимает, быстрее вы читаете, вы быстрее понимаете, вы не теряете в запоминании и так далее. То есть если есть у вас выбор, выбираем бумажный. И 12-я стратегия рассказывает, как же читать с электронных носителей, с которых читать гораздо-гораздо сложнее. Ученые советуют нам, во-первых, убрать все возможные раздражители с экрана, то есть максимально разверните вашу книгу, ваш листок, который вы там читаете, либо текст, на весь экран, чтобы не было никаких других дополнительных окон, ничего всплывающего, никаких сообщений, никаких звуков и так далее. То есть только вы и та информация, которую вы читаете. Плюс желательно выбирать книги в PDF-формате или источники какие-то в PDF-формате для того, чтобы та верстка книги, которая была, она сохранилась, для того, чтобы ваш мозг к этому цеплялся, потому что мы очень часто запоминаем, где расположена информация, а не саму информацию именно из-за этого, потому что это что-то визуальное, цепляющее, особенно если там была какая-то картинка, если там был какой-то загиб на страничке и так далее. И PDF-файлы максимально приближают нас к этому. Все, мои хорошие, это все стратегии на сегодня. Я думаю, они вам помогут достаточно быстро прочитывать ваши источники, но, повторюсь, если информация из источника очень сильно вам важна, все-таки постарайтесь более детально с ней посидеть, разобраться, а для всего остального есть вот эти стратегии. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.